Итак, всех приветствую на своем новом видео, посвященное черчению. Сегодня мы будем вычерчивать деталь в формате изометрии подраздела аксонометрии. Как это будет, рассмотрим сегодня поподробнее. Итак, начинаем с того, что я напомню, аксонометрия, изометрия, она вычерчивается под углом 120 градусов. То есть берем вспомогательную линию, это у нас будет Y. Потом вторую линию от этой, так, это у нас, да, и ведем сюда, у нас должно быть 330 градусов. То есть если отсюда мы пойдем, вот сейчас покажу, то есть вот так мы получаем 120 градусов. И соответственно нам нужно еще одна. То есть условно это у нас будет, пускай ось иксов, грубо говоря, здесь ось y, а здесь ось z. Но можно u или i, тут уже дело вкусов. Главное, чтобы из трех букв у вас не получилось это интересное слово. И начинаем вычерчивать, собственно. Берем основу снизу вверх. Итак, напоминаю, чтобы сделать эллипс, который нам нужно, заходим в соответствующий раздел, в раздел эллипсы. И в моем случае подойдет эллипс по трем вершинам параллелограмма. Нажимаем и устанавливаем. Вот, собственно, эллипс, который мне нужно вычертить.
На что я сейчас хотел бы обратить ваше внимание, то что в данном случае тут, скажем так, нужно, конечно, разумеется, придерживаться, скажем так, плоскости или вот координат, в котором мы находимся, разумеется. Но как видите, если бы мы очерчивали бы от руки, то мы как-то бы, скажем так, придерживались, как-то этот процесс был бы поудобнее. А вот тут у меня, можно сказать, не примагничилось ничего, никаких вспомогательных действий не было. Поэтому тут, скажем так, из разряда на глаз надо смотреть, чтобы вот линии, скажем так, совпадали. Поэтому тут нужно, скажем так, уже быть повнимательнее. Вот, ну, вроде бы кажется, как будто вот примагничивается, маленько помогает, но что-то вот не до конца, вот я в этом деле уверен. Вот, и в свою очередь, что можно, точнее, как это можно проверить? Очень просто. Так, вот это я убираю. Почему? Потому что как бы мы это не видим. И вот штриховку я сейчас убираю, потому что в оригинале этого нет, поэтому я это убираю. Вот, как это можно проверить? Да очень просто. Штриховка. Ага, заштриховал. Значит, линии, контакт, вот в таких вот местах, все, они соединились между собой корректно. Если, как я уже пояснял в своих предыдущих видео, допустим, линия по каким-то причинам отошла, то есть вроде посмотришь издали, как бы, ну вроде бы как все вместе, да? Но вот это я сейчас в демонстрационных целях сделал. Вот. Будешь штриховать, не позволяет компьютер это сделать. Поэтому тут нужно обращать внимание. И причем, если вы, конечно, видите, то что у меня все равно здесь получилось относительно неровно. Ну, там на 1 градус или несколько минут, как единица измерения, там градусы, а еще меньше минуты. Вот, собственно, у меня получилось с отклонением. А здесь, скажем так, по максимуму получилось ровно. Ну и дальше постановка размеров. Так, а что еще стоит обратить внимание? То, что система думает, то, что корректнее вот так проставлять размеры. Да, в данном случае, конечно, получилось маленько некорректно, как с оригиналом. Но век живи, век учись. Поэтому, если кто знает, как правильно в данном случае сделать, то, пожалуйста, прокомментируйте. Вот, собственно, как выглядит чертеж в конечном счете. Единственное, конечно, отличие от оригинала, то, что все-таки с размерами пришлось маленечко тут надписи, там то-то, то-то, потом то-то, 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 то-то. Заполняем надписи. Здесь учебный. Вот, собственно, на эту тему есть, скажем так, памятка, поэтому, если нужно, тут в свободном доступе найдете. Например, то, что называется паспорт. Вот, что еще. Ну, в принципе, если будут вопросы, пишите, комментируйте, не забывайте давать обратную связь, подписка, колокольчик. Да, еще обращайте внимание на сервис, который я обращал внимание, когда там при подбор ключевых слов Юми рекомендуем. Очень хороший вариант, аналог
PID-IQ и так и далее. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.